Всем привет! Я закончила очередной скетчбук, а это значит, что пришло время обозревать его в видео. Заранее хочу сказать, что если я говорю, что какой-то из рисунков говно, это не значит, что я хочу, чтобы меня похвалили. Это значит, что я могу объяснить, почему именно рисунок говно. Я этого просто не делаю, потому что если бы я это делала, видос длился бы целую вечность. Первые 2 страницы были заполнены еще весной. Я пыталась сочетать тушь и акварель. Получилось довольно плохо. Потом я пыталась рисовать параллел пеном, потому что видела, что некоторые так делают. И сначала у меня получалось очень плохо, но я пыталась экспериментировать с этим дерьмом. А вот это вы, наверное, уже видели. Это очень старое. А вот этой дамочкой я очень горжусь, она мне почему-то очень нравится. Какие-то листы повываливались, потому что скетчбук отрывной. Но меня это особо не парит, потому что бумага здесь просто прекрасная, и рисовать на ней одно удовольствие. Потом я перерисовывала чужие фотки из Инстаграма. Здесь все просто, потому что тебе не приходится думать над композицией. У тебя уже есть готовое изображение, которое тебе нужно срисовать, тренируя тем самым свою руку. Это эскиз Джайны, которую я потом нарисовала в фотошопе. Что у нас тут? Не знаю, нет комментариев. Так, ладно, это вот очень плохо, потому что контур очень кривой. Я еще не успела тогда прокачать свой контурный скилл. Потом я немножко баловалась. Это тоже говно. А здесь я мацала грязным пальцем, а потом из этих пятен пыталась нарисовать что-то приличное. Мне понравилось, это было весело. Ну, здесь все просто. Здесь во мне проснулся гений. Здесь он во мне уснул. Здесь он снова во мне проснулся. Посмотрите, как красиво. Здесь я придумала красить фон валиком и рисовать золотой краской по темному фону. Но фон получился недостаточно темный, а краска получилась недостаточно золотой. Поэтому я запорола это дерьмо тоже. Привет, гуашь! Давно не виделись. С краской было что-то не то, и она прилипла к соседней странице. В общем, о том, чтобы закончить рисунок, речи не идет. О, привет, Октябрь! Здесь мы видим первую работу Октября. Это я рисовала пером. Получилось довольно плохо. Мы можем видеть заплатку, потому что я косячила. И какие-то очень-очень неровные линии. Второй день октября был чуть-чуть получше, потому что я взяла в руки кисть вместо пера. Это красная тушь, это параллел пен. Это никто никогда не видел, это портрет Обри Бёрдслея по фотке. Это рисовалось тонкой стороной параллел пена. Здесь тоже куча заплаток, потому что портреты это очень сложно, особенно таким инструментом, как чернила. Ты чихнул, и все потекло. Это должен был быть Гэндальф. Все здесь очень плохо. Это супер ужасно. Короче, посмотрите, как красиво, да? Это мне подогнали акварельные карандаши, и я пыталась научиться ими пользоваться. Вот эта картинка одна из моих самых любимых здесь. Вот это очень плохо, потому что цвет... Нет комментариев. Надпись говорит сама за себя. Где-то примерно здесь я начала понимать, что кистью рисовать намного лучше, и продолжила тренироваться в этом нелегком деле. Здесь я пыталась даже сделать штриховку кистью, но беда в том, что я не знаю, как штриховать, поэтому получилось грязно и дерьмово. Пересматривала ли я Гарри Поттера? Да. Пересматривала ли я Стар Трек? Да. Пересматривала ли я Зену? Нет. Просто она мне очень нравится. Но здесь можно видеть, как я пыталась придумать ей движения. Ну, в общем, это все плохо, мне не нравится. Я называю это говном, и идем дальше. Это Сейлор Юпитер. Пересматривала ли я Сейлор Мун? Да. Вот это вот самое лучшее, что есть в этом альбоме. Это просто гребаный шедевр. Знаете, не у всех получается рисовать так, как будто это нарисовал ребенок. Это все еще Октябрь, и это портрет по скайпу. Вот тут я вдохновилась дамочками из Black Moon клана, потому что у них крутые костюмы. Тарковский, вероятно, бы блеванул, если бы это увидел. Бывали и тяжелые дни, ну, такие как этот, например.
Не все получалось с первого раза. Это был плохой день. А это я рисовала с Леди Гаги из «Американской истории ужасов». Она там была просто очень крутая. Это все еще комикс про мой ужасный день. Здесь можно наблюдать, как я использую интересные формы тела, чего, например, не было в прошлом скетчбуке. Угадайте, кто начал читать Анну Каренину? Да. Так, что тут у нас? Этот чел, например, мне вот очень нравится. Мне нравится в нем все. И меч, и волосы, и эта накидка, и даже перчатки. По соседству что-то очень странное и говно. Здесь все довольно прилично, и здесь инктобер закончился. Тщетные попытки рисовать гуашью. Это мой любимый разворот. Это, самое гениальное, что я вообще когда-либо рисовала. Это просто вышка. Если вы думаете, что я шучу сейчас, нет, я серьезно, мне безумно это нравится, я не знаю почему. И это конец. Как всегда, подводим итоги. Я не думала, что результат будет видно так сильно, но если сравнить то, что я рисовала здесь с предыдущим видео, то разница очевидна. Я стала больше работать с формой и больше думать о композиции, что очень благотворно сказывается на результате. Самое клевое, что половина альбома забилась после октября, потому что я нарисовала больше 30 рисунков. Но результат очевиден, линии стали ровными, страх исчез, и за месяц я немножко подросла. Как всегда, не подписывайтесь и ставьте пальцы вниз. Спасибо, что досмотрели до конца, и до свидос!